курица с гречкой. Вы это все знаете. У большинства людей уже хронический дефицит мышечной массы. Старался набрать, да? Набирал, да не набрал. Топчемся на одном месте и гоняем эту массу из одного места в другое по мышечной массе. В результате не получается ничего, да? Я же прав. Давай опять усваивайте, убирай эту еду. А что делать с теми продуктами, которые у нас в магазине лежат? Всем привет! В этом выпуске мы разбираем тему набор мышечной массы или как восполнить дефицит мышечной массы худому человеку. Абсолютно неважно, мужчина это или женщина, подход универсальный и схема работает для всех. Итак, давайте начнем. Не хотелось бы повторяться, но я упомяну самые базовые вещи, которые наверняка вы уже слышали от других YouTube-блогеров или где-то читали в интернете, что нужно делать. Да, ну это первое, это регулярные физические нагрузки, потом здоровый сон, сбалансированное питание. Я отмечу, это не правильное питание, а именно сбалансированное питание. Здесь очень важно, я дальше расскажу, в чем суть и в чем разница. И минимум стресса, да, это как раз вот несколько ключей, которые помогают организму быстрее восстанавливаться и восполнять дефициты и строить то, что ему нужно. А вот как раз из чего строить, сегодня будем разбираться. Наверняка каждый из вас, кто уже набирал мышечную массу, ну я бы сказал, набирал, старался набрать, да, набирал, да не набрал. Здесь тоже такой момент. И как раз вы искали в продуктах белок где-то, да, понимали, что нужно увеличить калорийность. Это важно, да, что наш организм должен не быть в дефиците калорий, а быть в профиците. То есть мы должны съедать больше, чем мы расходуем. Это вот такой вот важный момент. Но чтобы не изобретать велосипед, я не буду вам советовать вот те обычные продукты, которые мы используем в повседневной жизни. Наверняка вы уже видели перечень у других блогеров. И яйца, рыба, мясо и так далее, курица с гречкой. Вы это все знаете. Да, это часть правильного рациона. И я, в принципе, сейчас буду рассказывать о продуктах сбалансированного питания. И я вам дам видение, понимание, что для чего это нужно именно организму. То есть вы будете понимать, для чего продукты вообще изобретались и как они влияют на наш организм. Что делать с теми продуктами, которые у нас в магазине лежат, то есть мы их используем или нет. То есть об этом, обо всем сейчас быстренько и проговорим. Для чего ее набирать, мышечную массу? Для чего? Я понимаю актуальность этого процесса тогда, когда это очень сильно влияет на здоровье, да, ваше самочувствие очень плохое. Это важный самый такой, может быть, крючок, для чего и это нужно делать. Потому что, да, при дефиците мышечной массы у нас очень сильно ухудшаются все обменные процессы, что влияет на самочувствие. Человек визуально может быть стройным, да, женщина, например. Мы же не только разговариваем про мужчин, да и женщинам тоже надо набирать мышечную массу. Она может быть стройной, но у нее дефицит по мышечной массе, что, соответственно, влияет на ее самочувствие, уровень энергии и много-много других биологических процессов, происходящих с ней в организме, у нее и вокруг нее. Это все как раз-таки может быть из-за дефицита мышечной массы. Мы сейчас будем разбирать в целом ситуацию и для мужчин, и для женщин. По большому счету, у большинства людей уже хронический дефицит мышечной массы. Да, это так. Если дефицит мышечной массы, соответственно, есть избыток жировой массы, ну, как правило. Или, да, человек очень сильно худощавого телосложения. Такое тоже бывает. И это нужно, в принципе, нормализовать. Жировая прослойка, она тоже важна и она тоже нужна. Она также влияет, если на дефиците, в негативе, да, на наше самочувствие. Есть определенные нормы, да, и для этого существует анализатор состава тела, на котором вы можете просканироваться и узнать, сколько ваш организм содержит мышечной массы, сколько организм содержит жировой, внутреннего жира, воды и так далее. То есть это все те параметры, которые нам пригодятся для того, чтобы проанализировать в результате, когда мы получим прирост цифр, да, на весах,
то есть это какой-то плюс будет, а что у нас увеличилось. Вот это же важно нам знать. Мы должны понимать, жировой массы стало больше, или мышечной, или воды и так далее. %80 это питание и 20% это физическая активность. У большинства людей, да, физическая активность есть, они уделяют больше внимания, нужно тренироваться, да, чтобы какой-то прирост мышечной массы был. Это все понимают, об этом все говорят и пишут. Но большой пробел в питании, потому что люди не знают, что можно, а что нельзя, потому что в одном месте пишут, это можно есть, а в другом месте это нельзя. После тренировки это нужно, а после тренировки другой говорит нельзя. Как и что, где мы будем находить золотую середину, сейчас я вам расскажу, как это происходит у большинства людей. Как я уже в самом начале сказал, я не буду сильно делать акцента на вот именно правильное питание, что-то еще, потому что это, ну, в принципе, это база, это основа, но она не дает того, чего нам нужно. Поэтому мы используем программы, которые именно разработаны учеными, продукты, которые разработаны учеными. Это те вспомогательные инструменты, которые дают нам, нашему организму все необходимое, то, что мы не покупаем и не купим никогда в магазине, просто потому что этого нету и аналогов таких продуктов нет. Сейчас вы видите на экране именно программа набора мышечной массы. Это одна из 16 программ, разработанных экспертами в области диетологии, питания, фитнеса. Именно то, что приносит людям результат. Каждый продукт решает конкретную задачу. И часто люди не понимают, зачем вот эти продукты использовать. Ну, есть же обычные продукты. Ну да, ну вы же их используете до сих пор. Ну и что получается? В результате не получается ничего, да? Я же прав. Но и если не получается, то можно дальше не получается. Но можно идти по другому пути. Есть другой путь, который вот вы еще не пробовали. Поэтому я рекомендую подключать эти продукты, потому что каждый выполняет свою задачу. Я уже в многих видео говорил вот о базовых продуктах. Алоэ, травяной напиток и сам вот именно коктейль Формула-1. Это тот базовый набор завтрака, который должен быть у каждого человека. Если его нет, вы кушаете углеводы на завтрак, или, допустим, у вас калорийный какой-то большой завтрак, это влечет к тому, что вы не контролируете аппетит и в течение дня поедаете углеводы. А углеводы провоцируют поедание еще больших углеводов. И иногда у людей, а может и часто, случается вечернее переедание, жор вечерний. Или вообще, в принципе, не переедание, а вообще тот прием пищи, который вот именно в вечернее время, вот в позднее время он не нужен был. Организму все, не нужна пища в такое время, потому что уже обменные процессы, они засыпают, все, уже организм готовится ко сну, не усваивается, организм только получает пинок и говорит, давай опять усваивайте, убирай эту еду, мы не будем спать, мы не будем восстанавливаться, нам опять нужно убрать эту котлету с макаронами и подальше когда-то, чтобы вот именно процесс этот пищеварения до какой-то стадии дошел, и все, дальше там уже будет, что будет. Это влияет на стул, на регулярность, ну и все, в принципе, как снежный ком, одно за другое меняет организм и вообще, в принципе, влечет изменение гормонального фона. Ночью организм восстанавливается быстрее и качественнее, поэтому сон – это важно, сну не нужно мешать. А чтобы не было переедания, как я уже сказал, нужно завтрак сделать правильный, сбалансированный. Вот как раз-таки по этой причине и Herbalife вот именно создал тот набор, тот базовый завтрак, который нужен каждому человеку. В принципе, не только даже, который снижает вес, даже вот просто для нормализации и контроля аппетита и вообще его питания, в целом сбалансированности рациона. Ну и также, как мы сейчас разбираем тему, это набор массы. Итак, вы начали набирать мышечную массу, вы задались такой целью. Да, у вас есть теперь базовый набор продуктов для сбалансированного завтрака, то есть это начало дня. И, конечно же, у вас будут тренировки. После тренировки организм должен получать восстановление. То есть это не углеводы, это белковый продукт, восстановление силы, спортивный коктейль. Там очень много железа, очень много разных аминокислот. Это комплекс именно сывороточного белка, тот белок, который как раз таки нужен нашему организму после тренировок. И вот именно
После тренировок ваш организм получит эти питательные вещества и максимально качественно их усвоит, да. Но вы понимаете, что вам нужно знать, кому задавать вопросы, чтобы если вдруг что-то, у вас какие-то изменения, вам нужно проконсультироваться вообще в целом по питанию. Консультант, конечно, желательно, чтобы у вас был, чтобы вы не в самоволку это делали, не покупали где-то и сами там где-то получали, пытались наращивать что-то. Хочу упомянуть о таком продукте, как клеточный активатор. Это вообще уникальный продукт. Вы видите на экране его полезные свойства. Это как раз то, что помогает нам и в пищеварении, и нормализации усвоения питательных веществ. Поэтому я рекомендую подключить этот продукт. Это то, как раз таки, что качественно влияет на набор массы. Лучшие спортсмены мира используют продукт компании Herbalife Nutrition и получают свои результаты в спорте, свои достижения благодаря тому, что они правильно и быстро, самое главное, восстанавливаются. Потому что наверняка многие из вас когда-то тренировались, после тренировки через день даже им уже не хотелось идти, точнее еще не хотелось идти в спортзал, потому что организм еще не готов был, не восстановился. После очередной опять такой тренировки, как снежный ком, это все накопилось, а организм не успевает восстанавливаться. И получается такой замкнутый круг. Топчемся на одном месте и гоняем эту массу из одного места в другое. В принципе, никаких таких изменений и не происходит. И, конечно же, те люди, которые с нами занимаются, получают результат с консультантов, мы даем именно концепцию питания. Человек даже в системе у нас где-то находится, обучается, получает знания по питанию. У него складывается тот адекватный рацион питания с определенной калорийностью, при которой он получает именно набор веса или снижение веса, в принципе, неважно. Но так качественно, как именно необходимо, так как того требуется.